Вот жарятся наши бекасики. Вот в детстве ел. Это Нет. лягушки, это... Нет, земляная, которая выпускает такое белое молоко, типа ядом, от кожи. Блядь, Нет, такое не ел. А у А нас, зеленых лягушек а у нас ел. за бутылку вина, блядь. Ел, рыгая, Просто неописуемо. рыгая, блядь. Ну вот, бекаса с кишками. Охуенно. Давай, Мишка. Бекас с кишками. Где бекасы наши? Вот лежат. Бекаса с кишками не ел. А мы кишки не будем есть. Первый Мы раз. печеночку там съедим. Первый раз за всю жизнь и охоту придется есть и с кишками. Так вы не были с охотниками, вы такие, а у меня же учили настоящие корифеи, лягушатники Украины. Горбенко, Игорь. Не знаю, не знаю. Дедушка Горбенко. У него Дуська была и Фантик. Понтеры. Так что мне это все рассказал дедушка Горбенко. Нужно воды принести чуть-чуть в чем-то, в бутылке подливать. Он жир горит все. А где она эту бутылку? Вот ведро стоит. Не умеете вы, чебурахи, готовить бекасов? Дядя Саш, расскажите, что вы ели С дичи. из дичи? А все ел. С детства вот ловили вы пескарей. Клево не было. Вот. Ну и лягушки эти. И главное на крапиву. Вот крапиву отрываешь на крючок и перед носом. Она минуту вот неподвижно смотрит, 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 а ты водишь перед ней и все это. А там лягва, во, зеленая. А мы голодные уже, часа 4 с утра сидим. А там, вот, А пескари не ловятся? они ловятся что-то. И вы переходите на лягушек, так? Лягушек. Все. И вот этих лягу штук 20 мы. Ну, я в основном. То, что эти глядят, друзья, скептически. Брезгуют, да? Да, не верю. Думаю, тебя подшучиваю. Аппетит хороший был у меня с детства. И вот штук 20, не меньше. Может быть, больше взловил. Ну, как-то жрать хотели. Лупится хорошо. О, надрезаешь. И мешочком шкуру эту. Шик. Нашли банку некую на берегу. Соли не было, хлеба не было, ничего не было. Только вот лягу это. Сварили, вроде бы все в шутку, вроде как бы это. А покуда варили, запашок таки пошел. Ой, у всех слюни эти аж по бороде и капает. Короче, утолкли мы этих лягу. И только лет через 10 я узнал, что, оказывается, французы их топчут, можно сказать, десятками за ужин. Так что, Лягушатники их зовут, да? да, ну я слышал о том, что лягушатники, ну как-то ассоциации не было, Что это правда, да? что это правда, да. Оказывается, настолько вкусная пища, лягушка. Так, может, на дупеля ходить не будем, будем на лягушек. Я тоже помню, зеленые Надо такие, все да? попробовать, чтобы иметь, так сказать, суждение, чем На оно лягушек все я не это. пробовал. Да? Вот волчат ели тоже, сколько мне там, 16 лет было, а может и меньше, 15. Нашли лосиху раненую браконьерами. Ну, сообщили, все это, организовали охоту, лицензию, все как положено. И забрали мы эту лосиху раненую, там гематома уже, все это, она и ходить не могла. А в бригаде в нашей двое лесников были, по-моему, Зимновы фамилия.
там весь род таких вот зимновых вот у меня на родине. И они организовали загончик такой. Покуда трактор ждали, там, значит, трелевали это властью. Все. И пару пробылых волчат убили. Но они втихаря приготовили котлеты из них, все это. Ну, и среди нашей компании был старик Паньков такой, Евгений Эдуардович, ленинградец, сам россиянин, такой вот интеллигентный человек. Старичок уже, ну, высохший весь, как былинка. Ну, на охоту просился на любую. Конечно, худой был, есть хотел. Да Именно лягушатник такой вот был, все, патнирист такой. Но охотился на все. И он под понтерой сам косил, да? Вот. Так одному ему только, и он, ну, уже по старости лет, как говорится, меньше выпил, может быть, и прочее. Так один день позеленел. А все остальные эти котлеты умяли. И мы вот с другом, одноклассником Торбиком Николаем, умяли эти котлеты. Вкус специфический. Смотри, какая румяненькая становится, да? Да, похож на баранину, кстати, вот. Похож на баранину. Волчатина это. Так что все мясо Я думаю, съедобное. на псину. Дело вкуса. А лисицу? Лисицу ел, лисицу. Тоже от голоду. А говорят, у лисицы под хвостом фиалками пахнет. Оха, пахнет там тем, чем и должно пахнуть. Это над хвостом, там фиалковая железа, так называемая. А я ж в очко нюхал. Над хвостом. Над хвостом. А все думают, что под хвостом. И я думал, и тоже так вот хвост, а ты все это ноги держишь и туды, ну пахнет тем, чем должно пахнуть. Да. Оказывается, фиалковая железа у нее над хвостом. Есть такое дело. Вот где. Вот так и разводят неопытных молодых охотников, старые охотники. Пожарили Про мясо, фиалки. то и лисятину пожарили. Для гонок пошло только так. Без хлеба, без соли. Ну а что с голоду? Тоже съедобно. Миха, пойду-ка я ролик сниму трохи это сами. Всякой гадости варварно. Говорят, киргизы их топлят только так. За деликатес. А вы ели ворону? Ел, конечно, я же о чем речь. Ел, начал с голубя, а потом с воздушки. Так, ну, один был у хати. Лень было по холодильникам по этим лазить. Свиням варил, нас этой самой. Шугун убрал, закоптил, поджарил. Можно я? Разорвал ее, Сниму попробовал. Все съедобно. Лет 5 назад. Вот деньги нужны были. А коллега мой $50 вынул с кармана и похвалился как-то. И так меня жаба заела, думаю, дай-ка я выдурю эти $50. Я говорю, а вот спорим, мышь живую съем. Не поверил. Но я настолько правдоподобно описал, как я ее буду жрать. Хищнически описал. Что и он вот загорелся этим. И говорит, что, так сказать, я говорю, а вот $50 мне этих и отдашь. Согласился. Так, а как ты ветер? И я эту мышь Так, правильно? принес живую, в мышеловке изловил. И, ну, так это все это подготовка моральная такая, все это, и он аж колотила его. Открылась, Олега Володя. это. И уже рот раскрыл, и он настолько уверовал, что я ее сожру, потому что, видимо, ну, вид мой весь такой был, что готовность все это. Что он и доллары эти сховал, и говорит, все, спор, значит, Окончен. верю. Короче, не выиграл я эти $50. Не знаю, ты съел я эту мышь. Ну, готов был. Готов. А про лягушку тут и гомонки нема. Я бы ее живьем с кишками съел.
А вот мышь